Всем привет! Сегодня у нас ретроспектива, и мы с вами вспомним, какие масштабные модели легковых автомобилей марки «Волга» выходили в российских и европейских журнальных сериях около 10 лет назад. Также я вам приготовил некоторые модели от бренда «Наш Автопром», которые сделаны на тех же формах, что и журнальные изделия, и продукция East Models. Но у НАПа было преимущество в том, что эти модели стоили чуть дешевле, и также у этих масштабных копий были окрашены салоны. Конечно, в один вариант окраски, очень примитивно, но тем не менее с такими окрашенными салонами модели выглядели более презентабельно, чем варианты из журнальных серий, у которых просто элементы салона из черного пластика, окрашенного в массе. И также вы можете написать в комментариях, какие из показанных мною «Волг» есть в ваших коллекциях. Возможно, у вас также есть старые советские модели, а возможно, у вас также присутствует продукция от мастерской ICV. А может быть, у вас в коллекции есть какая-то эксклюзивная модель ручной работы от известного мастера. И начнем мы с обзора первой ГАЗ-21 «Волга», самый ранний вариант исполнения с решеткой со звездой, и эта модель покрашена в довольно симпатичный вишневый цвет. Но это проблемная масштабная копия, и не только у меня наблюдаются вздутия на лакокрасочном покрытии, и я также слышал, что эти модели рассыпались от цинковой чумы. В глаза я подобные экземпляры не видел, но все возможно. Например, на моем варианте постоянно выскакивает правая фара. Она попросту не держится в посадочном месте, и также я замерял отверстие под установку светотехники. С правой стороны оно чуть больше, чем с левой стороны. Возможно, металл тоже изменяет свою форму. Это один из признаков цинковой чумы. И также на этой модели я поставил другие колесики с покрышками и взял эти элементы журнальной модели ГАЗ-21 «Милиция», которая выходила в рамках проекта «Автомобиль на службе», потому что оригинальные покрышки оплавили колесные диски. И это тоже частое явление на журнальных изделиях. Выделяется пластификатор, он портит лакокрасочное покрытие, пластик, с которым он соприкасается. И, конечно, в этом вина не только китайских производителей, но и заказчика. Ведь обычно заказчики хотят сэкономить, чтобы модель сделать за копейки, а продать ее подороже. И в Китае делают действительно качественные, хорошие изделия, все зависит от цены. Видимо, эти модели стоят 3 копейки, ну и что вы хотите за эту цену? И для китайцев не важно, что делать на экспорт. И за эту цену это было вполне нормальное изделие, но опять же очень много вопросов к геометрии корпуса автомобиля. Узнается прототип, также модель сильно залита краской. И опять же, на то время попросту не было других бюджетных аналогов. Конечно, уже впоследствии появилась ручная работа, которая стоила намного дороже. И также, по-моему, была одна «Волга» от AutoTime, но там была не ранняя модификация, а самая поздняя. Хотя при желании, я думаю, из нее можно перепилить и ранний вариант, но опять же, это время затраты, и нужно быть хорошим конверсионщиком. И вторая модель — это еще одна 21-я «Волга», только уже с переходным типом оформления решетки радиатора, и эта модель продавалась в коробочке «Наш Автопром». И в то время я купил две одинаковых масштабных копии, которые друг от друга только отличались схемой окраски. Вторую модель я покажу сразу после этой, и эти модели в свое время я взял, по-моему, за 250 рублей. Вполне хорошая цена, с учетом того, что журнальный вариант, который был чуть проще, продавался в киосках за 320. И у НАПа вполне хорошие модели. Конечно, жаль, что они прекратили выпуск легковушек. И эта «Волга» смотрелась более эффектно, потому что у нее, на мой взгляд, более реалистичный цвет. Вот так выглядит днище. На такой «Волге» из журнальной серии оно было упрощенное, без каких-либо обозначений, и там, по-моему, была просто плоская планочка. И на эту «Волгу» я поставил просто регистрационные знаки, каких-либо доработок я не делал. И покажу вам второй вариант в классическом бежевом цвете, и эта модель тоже вполне симпатична, и она точно такая же.
Помимо цвета отличий нет. И в то время у НАПа продавались также ГАЗ-22 «Волга», и думал, стоит ли покупать 22-ю в свою коллекцию. У меня уже был вариант и журнальной серии. И я думаю, хорошо, что не купил модель от НАПа, потому что, судя по отзывам, большая часть 22-х «Волг» просто рассыпалась. Очень некачественный сплав, и эти модели не держатся даже 5 лет, а рассыпаются уже на 3-4 году. И следующая «Волга», которую я вам покажу, это самый поздний тип, машина в черном цвете. И интересно то, что вроде бы 3 абсолютно идентичных автомобиля, которые отличаются только декоративными элементами, но все 3 модели сделаны на абсолютно разных пресс-формах и совершенно разный подход к проектированию. Почему нельзя было за основу взять одну 3D-модель и просто ее подкорректировать, чтобы машины походили на настоящие прототипы по годам выпуска? Но китайцы не ищут легких путей. Тоже вполне хорошее изделие. Здесь не совсем верная решетка радиатора. По-моему, меньше прорезей, чем должно быть на настоящей решеточке. Но, тем не менее, прототип тоже узнается. Я окрасил задние фонари. И вид портят огромные фары. И, конечно, светотехнику здесь надо менять. И в этом плане лучше светотехника сделана у 22-й «Волги». Как раз давайте мы ее посмотрим. Это одна из первых журнальных моделей в моей коллекции, и я ее приобрел в одно время с ГАЗ-13 «Чайка». И вот именно с этих моделей началось мое коллекционирование журнальной серии «Автолегенда СССР». И, на мой взгляд, это самая лучшая 22-я «Волга», которая выходила в рамках этого проекта. Здесь хорошие колесные диски с хромированными колпаками, также установлена антенка, декоративные элементы сбоку тоже в виде пластиковых отдельных деталек. Хорошо сделаны задние фонари, и качество покраски у этой модели еще на хорошем уровне. Конечно, последующие экземпляры были сделаны уже и проще, и собраны и окрашены намного хуже. И также покажу вам еще одну ГАЗ-21 «Волга», которая выходила в рамках проекта «Автомобиль на службе». Машина интересна тем, что у нее милицейский вариант окраски, установлена мигалка, громкоговорители, также прожектор на левом крыле. И я добавил здесь противотуманные фары и регистрационные знаки. И повторюсь еще раз, я покупал несколько таких 21-х «Волг» просто как доноров запчастей, и запчасти пригодились. На одну из ранних «Волг» я поставил колесные диски. Далее мы перейдем к обзору 24-ок и дальнейшего развития, 3102 и так далее. И первая «Волга» у меня в варианте военная комендатура. Обычной гражданской «Волги» я не приобрел в свою коллекцию по неуважительной причине, но в принципе это та же самая «Волга», только на нее добавлена мигалка и другая схема окраски. И на эту «Волгу» я поставил другие покрышки и колесные диски. И мне в комментариях писали, что у этого автомобиля должны быть колпаки. Да, я знаю, возможно, эти колесики потом переставлю на какую-то гражданскую «Волгу, а сюда поставлю другой комплект с колпаками. Но тоже вполне симпатичная масштабная копия. Зачернил решетку радиатора. И, по-моему, красным лаком обозначил прожектора. Они изначально были полностью в хроме. И, по-моему, также сюда поставил другую мигалку. На оригинальной мигалке не было хромированного ободка. А эти мигалки взяты с пожарного РАФ. Я тоже покупал их несколько штук, как доноров для запчастей. И следующая «Волга» это 2402 с кузовом типа универсал. Машина в зеленом цвете выходила в рамках проекта «Автолегенда СССР». Тоже вполне хорошая масштабная копия, но опять же, как и с 21-ми «Волгами», этот автомобиль сделан на совершенно другой пресс-форме и немножко по-другому спроектирован, чем вариант седан. И у этой модели ниже оконная линия, чем должна быть у настоящего прототипа, и также другие огрехи в пропорциях автомобиля, но издалека узнается прототип. И у меня две таких «Волги», вторая у меня из польской журнальной серии
Она в сиреневом цвете, и эту масштабную копию я взял просто из красивого необычного варианта окраски. И, кстати, если вы присмотритесь, тут на кабине почему-то начали проступать небольшие бугорки. Такого не было раньше, или, во всяком случае, я этого не замечал, но вот такие мутации наблюдаются на журнальных изделиях по истечении 3-4 лет. Вот такое, ребят, качество сборки у этих изделий. И следующая «Волга» — это медицинский вариант, и эта машина выходила в рамках проекта «Автомобиль на службе». И здесь, конечно, уже качество покраски и сборки не выдерживает никакой критики, все криво установлено. Например, посмотрите, как приклеили зеркала заднего вида. Но сам прототип интересный. И у меня такая «Волга» также есть еще советского периода. Конечно, она сделана грубее, но, на мой взгляд, лучше повторяет очертания настоящего прототипа. И следующая «Волга» — это модификация 2410. У меня две таких «Волги». Одна в сером цвете, которая выходила в российской серии, а вторая в белом цвете, которая выходила в европейской журнальной серии. И тут я поставил другие колесики с колпаками и покрышки. Ну, вот такая «Волга». Тоже все залито краской. И, возможно, не самый удачный выбор цвета. Эти «Волги», я думаю, смотрелись бы лучше в белом цвете. Ну, вот как раз вторая «Волга» у меня белая. И тут уже лучше нанесено лакокрасочное покрытие. Лучше просматривается расшивка. И точно такие же колпаки и покрышки, как на предыдущей «Волге». И еще одно отличие — это то, что здесь установили регистрационные знаки. И следующая «Волга» — это ГАЗ-3102. У меня тоже два варианта такой машины. Черная модель выходила в рамках российской серии, белая в рамках польского выпуска, и других румынская и так далее. И на черной модели я доработал задние фонари, а на белой «Волге» не делал каких-либо доработок. Черная «Волга» смотрится более эффектно, но белая тоже, на мой взгляд, нарядно. И следующая «Волга» — это ГАЗ-31029. Тоже машина далека от идеала, хотя на тот момент особо всех недочетов и не замечали. И, на мой взгляд, у этой «Волги» слишком заужена задняя часть. У настоящего автомобиля она должна быть чуть шире. И если посмотреть на ГАЗ-3102, то здесь совершенно другие задние фонари и крышка багажника. Опять же, почему нельзя было взять за основу более удачную модификацию 3102 и просто изменить переднюю часть? Но, видимо, производителю было дешевле заново разрабатывать неправильную пресс-форму. Так выглядит нижняя часть. И следующая «Волга» — это модель от нашего автопрома ГАЗ-3110 в красном цвете. У НАПа такая «Волга» предлагалась в синем варианте окраски, но мне больше понравился красный автомобиль. И тут я поставил номерные знаки, доработал задние фонари и также окрасил выхлопную трубу серебристой краской. И еще одна «Волга», только в варианте такси, и эта модель выходила в рамках проекта «Автомобиль на службе». Тоже вполне симпатичная масштабная копия. Она сделана точно так же, как гражданский вариант, только добавили шашечки и гребешок на крышу. И покажу вам последнюю модель в ряду. Это ГАЗ-3105. Тоже очень симпатичная масштабная копия. На нее я поставил колесики от ГАЗ-3110, потому что на этой «Волге» оригинальные колеса были меньше по диаметру, чем должны быть на самом деле. И также покрышки их испортили. И у меня была запасная ГАЗ-3110, и как раз с нее взял более нормальные колесные диски. И такая «Волга» также выходила в рамках серии «Автолегенды СССР лучшая». И, по-моему, второй вариант был окрашен в золотистый цвет. Хотел эту «Волгу» взять в свою коллекцию, но не нашел ее в открытой продаже, когда был интерес, а потом уже и забросил ее поиски. И мне хватит одной модели. И пишите в комментариях, какая из показанных «Волг» есть у вас, в каком они состоянии.
какие-то есть изменения или модели в нормальном сохране. Также, если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Подписывайтесь на этот и на мой основной канал, вступайте в мои группы ВКонтакте, и также в комментариях вы можете писать предложения, на какие модели из похожей рубрики вы бы хотели в будущем увидеть тоже детальные видеообзоры. На сегодня это все. До новых встреч. Пока.